Всех приветствую. Продолжение темы простой электронной нагрузки. Я дальше немного модифицировал эту плату, добавил разъем с компьютерной материнки, выпаял и подключил этот вентилятор. Видите, он сейчас уже вращается. На радиаторе тот, как я и говорил, 2850 транзистор стоит. Этот RZ44 я уже выпаял. И теперь давайте посмотрим на то, что я сейчас подал на него. С блока питания выходит 12 вольт. Я при помощи регулятора выставил ток 5 ампер. Это получается 60 примерно ватт. И вот этот ток уже стоит около получаса. Ну, температура радиатор вообще сам еле-еле теплый, практически комнатной температуры. Транзистор, ну, можно с трудом удержать. Наверное, я не знаю, сколько это, градусов 80. Дальше я хочу еще продолжить более подробно видео об этом сделаю. Ну, сейчас такой как бы краткий анонс. Так что эта тема до сих пор, я смотрю, многим интересна в нашем чате. Кто также интересуется электронными нагрузками, всех приглашаю в чат. Посмотреть и поучаствовать в обсуждении этой темы. Там уже предложено много вариантов. Но я пока хочу добить вот эту вот простую схему, которая всего лишь на 2 транзисторах. Потому что как работает она, мне довольно нравится. Во-первых, она очень простая, очень дешевая, сделать легко ее. И для обыкновенного пользователя этих параметров, ну пускай там сейчас около 60 ватт. Ну просто мой сейчас блок питания в том исполнении, которое сейчас есть, вот питается он от такого вот адаптера. Он всего лишь 65 ваттный. Поэтому я больше не нагружаю. Хотя я думаю, нагрузка выдержит и больший ток. Так что, кому интересно, повторяйте, пишите. Я думаю, какую-то еще модернизацию я буду дальше проводить. Может быть, добавлю еще один резистор, чтобы более точно было можно выставить параметры. Потому что иногда нужно маленькие токи тоже как бы сделать нагрузку для каких-то более слабых устройств. Ну или вы пишите, что там еще можно было добавить до этой схемы. Схему, я думаю, вы знаете, где ссылки я давал и тут выставлял. В общем-то, и на сайте она у меня есть. Ну, в общем-то, жду ваших отзывов и комментариев. На этом всем пока.